Друзья, всем привет! Вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю творожные рогалики с изюмом. Рогалики получаются очень нежные и вкусные, а рецепт простой и доступный. Все особенности рецепта смотрите в рекомендациях. В сметану добавляю сахарную пудру, соль и разбиваю яйцо. Недолго перемешиваю миксером, не включая его, чтобы пудра не разлетелась в стороны. Включаю миксер и вымешиваю смесь в течение 2 минут. Добавляю сливочное масло и недолго перемешиваю миксером. Всыпаю муку и соду. Перемешиваю миксером, не включая его, чтобы мука не разлетелась в стороны. Включаю миксер на низкие обороты и перемешиваю до однородного полупесочного теста. Распределяю тесто в 2 разных емкостях. Накрываю емкости и убираю их в холодильник на 30 минут. Доску для раскатки теста обсыпаю обильно мукой. Распределяю муку по доске. Вместо доски можно воспользоваться пергаментом или силиконовым ковриком с прочерченным кругом. Скалку также обтираю мукой. Выкладываю первую половину теста на доску. Присыпаю тесто мукой и немного разглаживаю руками для удобной раскатки. Скалкой раскатываю тесто по всей площади доски. Подравниваю края теста, чтобы получился ровный круг. Диаметр раскатанного теста смотрите в рекомендациях. Убираю доску с тестом в холодильник. Для начинки в творог добавляю сметану, белок, сахарную пудру, муку, изюм, ванилин и цедру лимона. Перемешиваю вилкой, чтобы все ингредиенты равномерно распределились в творожной начинке. Вот такая ароматная начинка получилась. Холодное тесто после холодильника разрезаю ножом следующим образом. В итоге у меня получилось 8 заготовок из теста. При помощи столовой ложки выкладываю творожную начинку у основания на первую заготовку. Количество начинки на каждую заготовку я указал в рекомендациях. Осторожно сворачиваю заготовку руками, формируя рогалик. Выкладываю рогалики на лист, выстеленный пекарской бумагой. Каждый рогалик подгибаю, чтобы придать нужный вид. Друзья, буду очень благодарен, если поставите лайк на это видео и напишите комментарий. Для меня это лучшая награда за публикацию проверенных и стабильных рецептов. Благодаря вашей активности я понимаю, что вы цените мой труд, и это еще больше мотивирует меня делать новые публикации на канале. Убираю первую партию в холодильник. Со второй половиной теста и начинки проделываю идентичные манипуляции. Для придания румяного вида каждый рогалик смазываю желтком, смешанный с молоком, используя при этом силиконовую кисточку. Вы можете воспользоваться любой кисточкой, которая есть в наличии. Противень с рогаликами убираю в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут. Творожные рогалики получились невероятно ароматные и очень нежные. Творожная начинка отлично сочетается с полупесочным тестом на сметане, а изюм дополнительно подчеркивает яркий вкус домашних рогаликов. Рецепт получается настолько простой, что можно готовить хоть каждый день, особенно для любителей выпечки с творогом. Творожные рогалики удобно брать с собой и перекусывать вне дома, что очень удобно. Спасибо, мои дорогие, за подписки, лайки и комментарии, тем самым вы продвигаете канал.